5 главных ошибок начинающих игроков в покер. Покер без сомнений является игрой со сложной теоретической составляющей, и даже если вы сумеете освоить все стратегии, хитрости и нюансы данной игры на бумаге, успех вам еще не гарантирован. Все свои знания придется в точности применять на практике, а это непросто. Знать путь и пройти его не одно и то же. Именно поэтому Академия покера подготовила для вас топ-5 самых частых и главных ошибок, свойственных новичкам в покере. Если вы обнаружите в своей игре эти неточности и устраните их, ваша игровая стратегия станет гораздо лучше и крепче. Оппонентам станет гораздо сложнее сопротивляться вам, и финансовый профит на дистанции обязательно это подтвердит. Ошибка первая – недостаток блефа, либо неграмотный блеф. Многие новички, вооружившись базовыми знаниями из обучающих статей и видео, начинают играть в тайтово-агрессивном стиле. Но большинство игроков забывают о том, что основой даже такого стиля, как тайтово-агрессивный, является продолжение агрессии на постфлопе. Но новички делают контбеты, только поймав сильную комбинацию. Если вы проявили префлоп агрессию, то вы очень часто сможете забрать банк блефовой ставкой на флопе, особенно если на стол вышли высокие карты – туз, король, дама. Существует и альтернативный тип игроков, которые продолжают свою агрессию слишком часто, даже на тех флопах, которые очень плохо подходят их префлоп-диапазону. К плохим доскам для блефа можно отнести скоординированные флопы из средних карт, например, 8, 9, 10. Как отличный пример раздачи Якобсона против Колмана. Швед с пустой рукой сделал 3 ставки в блеф и на флопе, и на терне, и на ривере. А собравший сет Колман с удовольствием калировал и забрал банк. Ошибка вторая – излишние колы. Данная проблема свойственна не только новичкам, но и опытным профессионалам. Калируя любые ставки с недостаточно сильной рукой, вы обрекаете себя на мучительные решения на последующих улицах. Если у вас есть чувство, что вас постоянно заблефовывают, откройте холдем менеджер и проверьте это, выставив фильтр на раздаче шоу-дауном. Так вы сможете убедиться в том, что ваше желание вскрыть блеф проигрывает вам большое количество денег. Взгляните на раздачу Фаррелла против Лампрехта. Лампрехт попал в сет с флопа, но Фаррелл с тузом хай сначала зачем-то колет ререйс на флопе, а потом и отвечает на all-in на терне, оставаясь в дураках. Всегда помните, что оппонент чаще будет ставить сильных комбинаций, чем изображать блеф с пустой рукой. Ошибка третья – отсутствие игровой и финансовой дисциплины. Уметь обыгрывать ваших оппонентов – это одно, но отсутствие четкого плана подъема по лимитам, банкролл-менеджмента и расписания своих игровых сессий ведет к краху. Самые частые проблемы. Игра не по банкроллу на лимитах выше. Это происходит от чрезмерной уверенности, либо ради отыгрыша проигранных денег. Завершение сессии после нескольких выигранных боинов. Игроки хотят поскорее унести награбленное и остаться в плюсе по итогам дня, так и не наиграв запланированную дистанцию. Прыжки из одной игровой дисциплины в другую ради разнообразия. Из турниров в кэш и наоборот. Помните, за 2 зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. Выберите наиболее подходящий вам формат игры и совершенствуйтесь в нем. Ошибка четвертая – неправильный выбор размера ставок. В покере крайне важно понимать, в каких ситуациях следует ставить, а когда сбавить обороты. Но если вы приняли решение сделать ставку, то встает еще один чрезвычайно трудный выбор – какой размер ставки выбрать. Маленькая ставка доберет практически с любой руки оппонента, но даст ему отличные шансы банка. Большая защитит вас от дро соперника и доберет много. Правда, оппоненту будет гораздо сложнее ее уравнять. Новичкам мы рекомендуем пользоваться ставками в половину, 2/3, 3/4 банка и ставкой размером в банк. Грег Дайер на ЕПТ озвучил неправильную ставку на флопе, из-за чего ему пришлось по правилам поставить один большой блайнд. Это дало возможность сопернику дешево посмотреть терн, хотя Лайлов не попал во флоп и наверняка сбросил бы в ответ на крупную ставку Грега. Датчанин остался в банке и в дальнейшем сумел перевернуть раздачу в свою сторону. Ошибка пятая – не учитывается имидж соперника. Покер является уникальной игрой, в которой изменение своей стратегии может колоссально сказываться на ваших результатах. Играя однообразно и не совершая подстроек под своих оппонентов, вы будете терять огромную часть своей потенциальной прибыли. Зачем ставить полбанка с сильной рукой против фиша? Он ведь все равно заколет любую вашу ставку, поэтому можно поставить банк и заработать больше. Другим примером является блеф против регуляра стандартной ставкой в полбанка. Ее также довольно легко заколить, имея просто топ-пару. Увеличив размер блефовой ставки, вы можете значительно увеличить количество комбинаций, которые оппонент отправит в пас. Посмотрите на легендарную раздачу с High Stakes Poker. Соперники почему-то не учли имидж короля блефа Тома Двана и своей агрессии. Том сначала выбил трипс Питера Истгейта, а потом и пару тузов Барри Гринстайна.
На самом деле ошибок у покеристов довольно много. Самое главное, эти ошибки носят типовой характер и встречаются у многих начинающих игроков. Естественно, опытные тренеры знают, как их устранить. Уверены, что ты тоже можешь постигнуть искусство блефа и стать для оппонентов настоящей загадкой. И поможет тебе в этом обучение на курсе ProMTT 3.0, который полностью оплатит наш спонсор за тебя. Подробности ищи в описании под этим видео. Удачи за игровым столом!